весна в наши края приходит медленно, и скорее июнь больше напоминает весну, чем март. Но несмотря на это, дни понемногу становятся все длиннее. Утром, открывая окно, я слышу пение птиц, и небо такое высокое, весеннее небо. Мы действительно пережили эту долгую зиму, которая совсем недавно только начиналась. Я так благодарна жизни за то, что она дарит мне каждый раз свою новую весну. Весна — это время, когда я чувствую прилив вдохновения, детскую радость и большое количество планов, которые еще предстоит реализовать. И понимание того, что нельзя откладывать на завтра те важные вещи, которые можно сделать сегодня. Но все вокруг наполняется уже таким весенним ароматом, стоит только принести домой букет мимозы. Мимоза всегда у меня ассоциируется с теплым южным побережьем, ведь она по-настоящему является предвестником наступления теплых дней и именуется зимним солнцем. Благодаря парфюмерии можно сделать аромат мимозы частичкой своей жизни. Возможно, вы, так же как и я, ищете изысканный подарок на 8 марта, чтобы порадовать кого-то из своих близких или, например, себя. Я обратила внимание на парфюмерную воду от французского парфюмерного дома L'Artisan Parfumeur. Называется она Soleil de Provence, что переводится как «Солнце Прованса». Данный аромат посвящен красоте залитых солнцем пейзажей юга Франции и воплощает в себе все цветущее изобилие Прованса. Окутывающий аромат воспевает цветочные, пудровые и зеленые ноты мимозы, раскрывая ее теплые медовые и древесные оттенки. Этот аромат отправляет в путешествие на французскую ривьеру, ту самую родину парфюмерии. Ссылку, где вы сможете найти этот восхитительный весенний аромат, я оставлю в описании под этим видео. Февраль в нашей семье завершился еще одним праздником. Мы отметили 7-летие нашей Полины. И еще одно приятное событие — это то, что до меня наконец-то добралась моя первая серебряная кнопка от YouTube. Эту награду YouTube вручает тогда, когда канал набирает более 100 000 подписчиков. Путь
к 100 тысячам был для меня достаточно долгим. Но я продолжала верить в эту идею, то, что идея канала о романтизации повседневной жизни, о медленной жизни, он все-таки найдет свою аудиторию, и люди, которые тоже придерживаются таких взглядов, найдут меня, и я никогда не опускала руки, продолжала записывать видео даже тогда, когда рост канала останавливался, поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня, кто подписан на канал, кто смотрит видео истории. Это не только моя награда, но и ваша. Размышляя над своей жизнью, я вывела некоторую закономерность и поняла, что любое крупное дело всегда начинается с какой-то маленькой, незначительной детали. Этот канал начался как раз с видео о моей комнате. Сейчас, к сожалению, это видео уже закрыто, потому что тогда я не разбиралась в правилах ведения канала и использовала какую-то музыку, которая содержала авторские права. Но именно то первое, абсолютно непродуманное видео и положило начало большой идеи, которая познакомила меня с прекрасными людьми, позволила заниматься тем, что мне нравится, а именно романтизировать свою жизнь, добавлять больше осознанности, спокойствия и красоты. И несмотря на то, что за всей красотой стоит и труд, усердная работа, и постоянное изучение нового материала по поводу съемки, техники и других технических вопросов, я верю в то, что в нашей жизни существует счастливый шанс. И так часто бывает, хоть шанс и идет нам в руки, мы боимся и сомневаемся воспользоваться им. Так было и со мной. Я боялась этого счастливого шанса. Я думала, как я разберусь во всех этих нюансах съемки, как я смогу выбрать нужную технику для съемки, как я вообще осилю ведение канала, когда я в этом абсолютно не разбираюсь. Но большое желание и какая-то внутренняя мотивация все-таки придала мне сил, и я начала разбираться в этом тогда еще нелегком для меня деле. А еще я знаю, что я очень благодарный человек. Я благодарю все то, что встречается на моем пути, и с большим вниманием отношусь ко всему этому. Может быть, поэтому мне бывает в жизни действительно везет. Иногда я думаю, а что если благодарность — это и есть секрет везения в нашей жизни? Моя любовь к рукоделию, конечно же, передалась мне от моей мамы, от моей бабушки и прабабушки. Моя мама рассказала мне о том, что прабабушка очень хорошо шила. У нее было большое количество тканей, она шила красивые платья для своей дочки. К сожалению, блокада рано оборвала ее жизнь, и моя бабушка осталась одна в 15 лет. И несмотря на то, что она потеряла всех своих близких, не стало ее мамы, не стало полуторагодовалой сестренки, отец, который не вернулся с фронта, она все равно сохранила любовь к прекрасному. И мне очень запомнился весь этот бабушкин уют, вся эта атмосфера, которая была присуща ей.
И я помню, каким она была работящим человеком, как много она посвящала времени и своих сил на благоустройство сада, огорода, какой порядок и уют у нее царил в доме. И самое главное для меня — это не прерывать эту связь, сохранять те ценности, которые были так дороги тем людям, которые уже не находятся с нами рядом. Я стараюсь найти время для любимых занятий. Одно из таких — это шитье. Сегодня я шью прелестную вещицу для украшения весеннего интерьера. Вы можете понаблюдать за процессом, а возможно и повторить его. Шаблоны я оставлю в описании к этому видео. Иногда мне очень нравится заниматься абсолютно несложным рукоделием, когда можно отключиться от всего, включить какой-то легкий фильм и погрузиться в творчество. И я создаю двух милых птичек, которые выполнены из хлопковой ткани. Эти птички будут прекрасным украшением для весеннего дома, а также им можно украсить свой зимний сад. Сделать этих птичек очень просто. Не нужно никаких серьезных навыков в пошиве и достаточно базовых знаний и возможность даже прошить птичку на руках, не используя машинку. Глазки у птички я делала при помощи акварельного карандаша. И использовала еще карандаш также акварельный, чтобы имитировать у птички румянец. Но удобнее это делать при помощи обычных румян или губной помады. Тонкая палочка или прутик, который нужно будет наточить и сделать клювик. И клеевой пистолет, при помощи которого этот клювик нужно будет приклеить. Для того, чтобы придать птичке румянец, я использовала акварельный карандаш, а глазки сделала таким же акварельным карандашом, только темного цвета. Рукоделие всегда помогает мне организовать мысли в моей голове, потому что у меня есть некоторая такая вредная привычка перескакивать с дела на дело. И всегда эта привычка немного досаждала мне. А рукоделие всегда способно структурировать мышление и структурировать эти скачущие в голове мысли. Я заметила, что люди, которые начинают интересоваться медленной, размеренной жизнью, иногда путают размеренную жизнь с излишним промедлением. Это две абсолютно разные вещи, и действительно излишнее промедление всегда в моей жизни было одной из таких отрицательных черт характера. Но со временем я это обнаружила и стала над этим работать. Промедление обычно проявляется у меня тогда, когда передо мной стоит задача, которая не вызывает у меня особого вдохновения и интереса делать это. И вместо того, чтобы решить эту проблему и решить эту задачу, я нахожу 1000 отговорок или аргументов о том, почему же у меня возникло это нежелание, и тем самым задача откладывается в долгий ящик. Могу себе позволить иногда полениться. И если я перенесу какое-то дело, например, по дому, на следующий день, ничего страшного в моей жизни не случится. Но если я также буду подходить к вопросам, например, здоровья, либо каких-то финансовых моментов в своей жизни, то это приведет меня к большим проблемам.
И поэтому здесь для меня очень важно находить то, что действительно отложить можно, а что не терпит промедления. Сейчас я уже понимаю то, что беспокойство, внутренняя и внешняя суета приходят в мою жизнь только тогда, когда в моем долгом ящике есть нерешенные проблемы. И мне запомнилась одна цитата, я не помню автора этого выражения, но суть его заключалась в том, что в момент, когда нам нужно принять какое-то решение, самым лучшим вариантом это будет, конечно, принять верное решение, а худшим принять ошибочное решение, и самое худшее не принять никакого решения. Поэтому для меня всегда важно с чего-то начать. Начать, положить первый шаг к тому, чтобы эту проблему решить. И тогда жизнь становится намного легче. И можно почувствовать такое приятное спокойствие и уверенность. Благодарю, что провели это время со мной. Я хочу пожелать вам счастья этой весной. Пусть она принесет вам только положительные эмоции и, конечно же, вдохновение. До скорой, доброй встречи в новой видеоистории.